Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание лунному затмению, которое и начнет наш коридор затмения 19 ноября. Друзья, информации очень много, важная информация, поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео до конца, и, возможно, это видео и те события, которые будут происходить в вашей жизни, помогут вам в этом. Итак, мы с вами вступаем в период коридора затмений, который начнется у нас с вами 19 ноября, и он откроется у нас лунным затмением плюс полнолуние и закроется солнечным затмением аж 4 декабря. Но нас сейчас с вами 19 ноября ожидает первое затмение, и оно состоится в 9 часов 43 минуты по московскому времени. И его влияние уже, возможно, многие ощутят с 17 ноября и будут ощущать аж по 21 ноября. Итак, мы сегодня в этом видео, друзья, уделяем внимание именно лунному затмению 19 ноября. Это самое мощное в этом году в энергетическом плане затмение, и оно запустит программу обновления. Лунные затмения, они сами по себе символизируют какие-то судьбоносные события, быстрое и интенсивное перенаправление нашего пути в лучшую сторону. Итак, Луна и Раху будут в Тельце, а Солнце с Кету в Скорпионе. Поэтому Луна и Раху в Тельце, знаете, это знак экзальтации, знак силы для обоих. Это пик эмоций, это время переживаний, каких-то волнений. Также возникает повышенная у людей возбудимость, раздражительность и даже неадекватность. Обращаю на это ваше внимание. Мы можем становиться все с вами несдержанными в своих высказываниях, оценках, словах. Можем начинаться ругаться с близкими и при этом с людьми по поводу и без. Обращаю ваше внимание, что в этот период не нужно ругаться с близкими людьми, потому что это влияет на нашу финансовую сферу. Мы чуть-чуть далее подробно об этом поговорим. Также у людей открывается список каких-то претензий, своих обид, недовольства, для того, чтобы высказать каждому. При этом на самом деле мы не думаем о том, что мы говорим. Поэтому время в какой-то степени будет сложное. Многие ощутят давление извне, которое будет заставлять принимать решения и делать выбор. Ситуации, эмоции уже сейчас показывают, с чем лично вам нужно работать в это затмение. Если у вас поднялся гнев на кого-то, значит, вам нужно работать с гневом. Вас накрыла волна претензий, возмущения, значит, бревна в своем глазу мы с вами не видим. Или я обиделась, значит, вы должны проработать свои обиды, потому что они разрушают именно вас изнутри. Также обращаем ваше внимание, что затмение у нас будет в Скорпионе, а Скорпион у нас с вами жесткий, и он так или иначе заставит нас меняться изнутри. Заметьте, не других менять, а именно себя. Самый важный аспект этого затмения – это соединение Луны со звездой женской неистовой сексуальности – Алголь. Страстность и яростность Скорпиона и Алголь поднимут со дна бессознательного базовые сценарии и связанные с ним глубинные чувства для трансформации. Хаос эмоций и сила напора – это уникальная возможность к изменениям на уровне отмирания старого и даже рождения нового. И вот здесь очень важный момент. Пожалуйста, не ссорьтесь с близкими, с теми людьми, кого вы любите. Почему? Дело в том, что это чревато серьезными последствиями не только в плане отношений, но и в плане денег, потому что это финансовая ось Раху и Кету, поэтому прощайте. Скорпион, он про прощение, и это в самую, наверное, важную очередь. Справитесь сейчас, значит, вы сможете выйти на более высокий уровень развития, когда вы сами сможете выбирать свои реакции на события и на людей.
Это затмение имеет высокую значимость, потому что оно реализует нашу накопленную нами же карму, вскрывает наши проблемы, нерешенные какие-то вопросы. Это период своеобразной очищения, и при правильном настрое нам даются силы и возможности для обнуления, для трансформации и продвижения. Помните, что любые ваши поступки, они отразятся на будущем, поэтому старайтесь в этот период с 17 ноября по 21 ноября мыслить только позитивно, потому что это подходящее время для избавления от каких-либо негативных программ, страхов и зависимостей. Фокус внимания направьте на решение обязательно своих внутренних проблем. И вот мы еще с вами с 19 ноября вступаем в коридор затмения. И это не только просто уникальное природное явление, но и мощный процесс, который скажется на нашей жизни. Поэтому это самое лучшее время для избавления всего ненужного хлама, который копился у вас не год, не два, а целыми годами. Поэтому именно сейчас благоприятное время для составления плана на новую жизненную стратегию. А реализовать все задуманное мы сможем уже во время солнечного затмения. Затмения помогут нам убрать то, что больше не помогает нам и мешает раскрыть себя. Что же нужно знать и делать в это время? Пожалуйста, прослушайте это внимательно. Во-первых, исключите любые материальные дела, не назначайте каких-то важных встреч, не заключайте браки, не меняйте род занятий, избегайте дальних поездок, старайтесь не начинать ничего нового и не принимайте никаких значимых решений. Также не заключайте сделки, потому что они могут для вас же реализоваться самым непредсказуемым образом. В этот период хорошо проводить чистки от негатива, наводить порядок в доме, избавляться от ненужного и старого. Хорошо энергетически и прокачивать себя. Обращайте внимание на знаки, на сны и свои мысли. Все, что происходит в этот период, имеет особое значение. Наблюдайте за своими мыслями. Есть возможность, желание, записывайте их. А после коридора уже затмений вы можете и их воплощать. Не стоит принимать важные решения и начинать что-то новое и масштабное. Занимайтесь вот этой каждодневной рутиной и старайтесь заканчивать все то, что было начато раньше. Как мы уже говорили, коридор затмения влияет на взаимоотношения и эмоции, чувства с родными, друзьями, с коллегами. Поэтому не стоит поддаваться под влияние негативных эмоций. Имейте трезвый рассудок и не позволяйте чувствам преобладать над разумом. Что же касается любовных дел, если в этот период в вашу жизнь придет человек, то обращаем ваше внимание, то он останется на всю жизнь. И давайте поговорим о том, на кого затмение 19 ноября лунное повлияет особенно. А влияние на Солнце таково. Итак, рожденные с 17 ноября по 23 ноября и с 17 мая по 23 мая. На ваше Солнце точки затмения повлияют сильнее всего, а значит, вам нужна повышенная осторожность и шансы судьбоносных событий выше, чем у остальных. Обращаем на это ваше внимание. Далее, рожденные с 17 марта по 23 марта, далее с 19 июля по 25 июля, далее с 16 января по 22 января и с 19 сентября по 25 сентября к вашему Солнцу точки затмения сделают вам гармоничный аспект. А значит, у вас есть все шансы получить от затмения выгоду, прибыль. Поймать нужно знак, пересмотреть что-то внутри себя и избавляйтесь от всего того, что мешает вам. И вы будете с деньгами. Далее, рожденные с 15 февраля по 21 февраля, далее с 19 августа по 25 августа к вашему Солнцу точки затмения сделают напряженный аспект. А значит, вам нужно будет соблюдать повышенную осторожность и прожить эти дни максимально спокойно. И, друзья, мы рекомендуем проводить 19 ноября практики. Это время затмения у нас с вами будет 12 часов 4 минуты по Москве, и мы с вами можем провести практики, которые помогут вам. Итак, если вы стрелец, лев и овен,
Для вас благоприятен следующий действенный ритуал. Это вам нужно взять ручку, листок бумаги и описать свои страхи, свои какие-то негативные эмоции, которые затем нужно сжечь в пламени свечи. Также зажгите свечу, представляйте то, от чего вы хотите избавиться, как это сгорает в пламени, представляйте, и помедитируйте так на свечу около 5 минут. Далее, если вы рак, рыбы или скорпиончики, что вам нужно сделать, какую вам нужно провести практику? 19 ноября выпейте стакан чистой воды, а в другой стакан с водой наговорите то, от чего вы хотите избавиться. Воду сразу нужно, после того, как вы скажете, вылить в раковину, представляя, что она забирает все ваши проблемы. Далее, девы, тельцы, козероги, найдите в доме самую ненужную вещь, наговорите на нее свои проблемы или вредные привычки и выбросите вещь, представляя, что она забирает с собой то, от чего вы действительно желаете избавиться. Далее, близнецы, весы, водолеи. И обращаем ваше внимание, где-то рядом со временем затмения 12 часов 4 минуты по Москве, напишите на листе бумаги ваши страхи или привычки, которые вас тяготят. Это может быть что? Лишний вес, неуверенность в себе. И положите этот лист на подоконник. Далее откройте окно на 1 час, проветривайте, а сами покиньте комнату. И вы должны представлять, как воздух сдувает все ваши проблемы и помогает вам. Главное проводить практики, друзья, со светлыми намерениями и чистыми помыслами. Не бойтесь перемен, дорогие друзья. Даже если вам кажется, что вот мир у вас рушится и у вас ничего не получается, знаете, перед вами открывается дверь в новые невиданные возможности.